Всем здравствуйте! Сегодня рассмотрим работу программы «Профиль синусоидальной вибрации». Запускаем программу «Гармоническая вибрация». Переходим к редактированию профиля. У нас тут есть несколько вкладок. Профиль мы можем создать как вручную, так и через конструктор. Мы рассмотрим задание вручную. В первом столбике задается частота, во втором, третьем и четвертом задается виброскорость, виброперемещение и виброускорение. При двойном нажатии на зеленую стрелочку у нас данные копируются вниз. Данным действием можно отменить стрелочкой назад. Тип развертки у нас может быть либо логарифмический, либо линейный. Задается в выпадающем списке. Также можно задать режим без развертки. Нажимаем левую кнопку мыши и выбираем без развертки. При этом у нас частоты становятся фиксированы, как сверху, так и снизу. При режиме фиксирования частоты у нас открывается поле пауза. Мы можем здесь задать время паузы, сколько будет время простоя. Также у нас есть скорость, задается в октавах в минуту, и длительность, соответственно. Также пределы плюс и минус. Единицы измерения могут быть G, либо метр на секунду в квадрате. Также есть возможность включить отображение ограничения по вибростенду изделия, сверху и снизу. Также можно включить отображение либо в ускорении, либо в скорости, либо в перемещении. Теперь рассмотрим вкладку «Конструктор». Тут задаются параметры: начальная, конечная частота, максимальное ускорение, скорость перемещения. После задания этих параметров нажимаем кнопку «Применить», и профиль строится автоматически по заданным параметрам. Также в конструкторе можно выбрать либо максимальный профиль, либо минимальный профиль. Также есть режим снятия ЧХ. Это при ускорении 1G. Также в конструкторе есть возможность задать фиксированную частоту в 1-октавном и 3-октавном. Ставим время удержания, например, 10 секунд. Применяем. У нас получается такой вот профиль. Также в конструкторе можно задать без развертки и выбрать время паузы. Тоже также 10 секунд. Он будет идти между частотами, спускаться до нуля и подниматься на другую частоту. Переходим к вкладке «Параметры». Тут у нас есть частотное разрешение. Частотное разрешение задается в программе предтеста. Метод измерения селективный либо эффективный. Селективный лучше измеряет на шумах. Динамический диапазон. Это необходимо для прохождения антирезонансов. Если у вас антирезонанс очень острый, то стоит уменьшить динамический диапазон. Использование медианного фильтра. Накладывается медианный фильтр. Плавная подстройка к заданному профилю. От прохода к проходу будет перестраиваться передаточная характеристика. Время выхода на режим. Скорость затухания задается в децибелах на секунду. И время затухания при экстренной остановке. Также есть максимальная скорость нарастания и максимальная скорость спада. Это необходимо для аттенюатора. Чем выше скорость, тем быстрее будет реагировать аттенюатор. В вкладке расписания у нас задаются проходы: прямой, обратный, либо в обе стороны. На вкладке «Контроль» мы можем добавить дополнительные настройки контроля за испытаниями.
по контрольному датчику. Превышение амплитуды в полосе испытания, превышение амплитуды во всей полосе и превышение пикового значения во всей полосе. Также, если стоит галочка «Точно соответствие профилю», то во время антирезонансов у нас при прохождении нижней полосы он будет останавливаться. Если мы галочку снимем, то во время прохождения антирезонансов возможно пробитие через нижнюю границу. На вкладке «Слежение» мы задаем параметры остановки по датчикам слежения, также превышение профиля по амплитуде, по СКЗ и по пиковому значению. Переходим на вкладку «Фаза». На вкладке «Фаза» у нас можно выбрать либо в фазе, либо в противофазе, либо волна. Если два устройства, то в противофазе, если три устройства, то можно выбрать волну. Это для многоканального режима. В вкладке «Предпросмотр» можно посмотреть, как пройдут наши испытания до начала их проведения. Посмотреть, как будут вести себя остальные каналы. Можно посмотреть шумы. Также есть возможность посмотреть, как будет работать генератор. На вкладке «Резонансы» можно посмотреть резонансы. Система автоматически подсчитывает, где находятся резонансы и антирезонансы. На вкладке «Статистика» у нас показывается статистика по текущему профилю. Загруженность по ускорению, скорости перемещению, масса нагрузки, толкающей силы. И также показывает уровень с генератора, какой будет на выходе. Спасибо за внимание.